Рассеянный Иван. Среда. Сегодня среда. Иван решил, что в этот день он должен помогать всем: друзьям, родственникам и даже животным. В коридоре он видит кота. Кот идет к нему. Коту нужно завтракать, вспоминает Иван. Он наливает ему молоко в ботинок. Приятного аппетита тебе! Затем он видит собаку. Он надевает собаке галстук вместо поводка. Он выходит на улицу, идет по дороге и улыбается солнцу. Иван хочет купить подарки. Он идет к магазину, но заходит в аптеку. «Дайте мне, пожалуйста, куклу дочке и корм коту», — говорит Иван. «Извините», — отвечает продавец, — «мы продаем лекарства больным, а не игрушки детям и не корм котам. Нам не нужны проблемы». Иван бежит на почту. Ему нужно отправить письмо директору. Он подходит к кассе и дает кассиру бутерброд с сыром. «Вот вам письмо». «Это письмо директору?» — спрашивает кассир. «Да, это письмо ему». «Ой, нет, это мне?» — смеется Иван. «Это мой завтрак. Ему стыдно». Потом Иван решает позвонить жене. «Алло, дорогая, я купил тебе цветы». Иван звонит ей, но попадает к бабушке. «Спасибо, Ваня, но я не твоя жена, я твоя бабушка. Приезжай ко мне пить чай». «Но мне нужна мука. Купи мне муку, пожалуйста». Иван едет к бабушке.
Он едет по городу и смотрит в окно. Ему хорошо. Какая прекрасная среда, думает Иван. Я помогаю всем. Бабушке, директору и даже коту. Но бабушка и кот еще не знают, какие подарки Иван им несет. Иван несет коту витамины вместо корма. А бабушке Иван несет ей шахматы вместо муки. Но это не важно. Главное – внимание. Ивану нужно помогать и людям всем подарки дать, молоко коту налить, а бабушке муку купить. Кому помочь? Коту, собаке, да, точь в точь. Кому чему, кому что дать, всем помочь и не устать. В аптеку наш Иван бежит, мне корм и куклу он кричит. Теперь на почту он спешит, кассиру бутерброд вручить. Кому помочь? Коту, собаке, да, точь в точь. Кому чему, кому что дать, всем помочь и не устать.